Добрый вечер, дорогие рукодельницы и мастерицы. Меня зовут Ирина. Я готова представить нашу сегодняшнюю мастерицу. Это Жилина Марина. Марина, здравствуй. Здравствуйте. И всех приветствую, кто сегодня с нами. Расскажи, пожалуйста, что мы будем делать в этой серии занятий? Мы с вами начнем создавать текстильную куклу. И именно сегодня мы с вами сделаем ее основу. Это прошьем выкройку и приступим к набивке куклы. То есть мы сегодня будем создавать основу куклы, да? Да. Дальше хотелось бы сказать про материал, который нам сегодня понадобится. Это трикотаж телесного цвета и флизелин для его проклейки. Если трикотажа нет, то в любом случае тогда используйте то, что есть. Есть флис, используйте флис. Бязь, лен, это будет слишком жестковато, и кукла может топорщиться. Поэтому лучше такой материал не использовать. Лучше тогда использовать какую-то ХБ-ткань. Сейчас с вами проклеим трикотаж на флизелин. То есть нам надо сейчас это все дело проутюжить. Как-то просто вот прям вот так, просто вот наложили, так, да, вот и просто наложили и гладим. Мы это делаем для того, чтобы у нас трикотаж при набивке не растягивался, чтобы наша выкройка была плотной. Вот мы прогладили, утюг можно убрать. Дальше мы с вами складываем нашу проутюженную ткань пополам, берем нашу выкройку. Давайте проверим ее на симметричность. Для этого мы ее с вами сложим. Тело куклы, ручки и стопа. Подкалываем ее. Вы обводите портновским мелком. Я для того, чтобы вам было видно, что я делаю, обвожу ручкой. Дальше выкройку мы откалываем. Обведенную часть скалываем, чтобы у нас не разъехался трикотаж. Подкалываем выкройку еще раз. С тела мы тоже выкройку убираем. На что я хочу обратить внимание. Для чего мы сделали на ножках вот эти вот риски? То есть сшивать куклу мы начнем вот так вот. Вот эту часть сшили до этой риски. Потом от этой риски мы сшиваем в круговую до этой риски. И ну вот часть вот эту вот у ножек. То есть вот здесь остаются у нас такие дырочки, да? Вот это место мы не сшиваем. И вот это тоже не сшиваем. И вот это тоже не сшиваем. Можно приступать к прошиву нашей выкройки. Обращаю внимание, стопу прошивать не надо, ее потом просто вырежем. В результате прошивки мы с вами получим вот такого человечка. Еще хочу обратить внимание, что вот эти вот швы обязательно закрепляйте у рисок все, чтобы они потом не разошлись. Да? Итак, я прошила тело куклы. Иголочки можно убрать. Вырезать выкройку с отступом в 0,3-0,5 миллиметров от края прошитого. А я пока буду прошивать ручки. А я пока вырезаю стопу. Вырезаем ее прямо по обведенному. Никаких отступов у стопы нашей не делаем. Обратите внимание, камеру нам поближе, пожалуйста, переключите. Вот это место у нас осталось, здесь не вижу, вот это место у нас осталось не зашитым. Можно пока вывернуть ручки, если хочется. А как мы выворачиваем? Просто выворачиваем? Как мы нет, будем выворачивать палочкой, просто это будет очень тяжело. Берем палочку. С каким концом? Тупым концом. Тупым, большим. Тупым концом, да. В какой конец? Лучше с длинной стороны начать. С длинной стороны. Значит, для чего мы это оставили? Вот прямо так берем, отгибаем. Пожалуйста, переключите нас поближе. Верно. Вот. Отогнули вот это место. И прямо его ножницами обрезаем. Вот прям вот так. Обрезаем. Вот прям обрезаем. И на второй ножке обрезаем точно так же.
Вот у нас получился вот такой человечек с обрезанными ножками. Для чего мы это с вами сделали? Для того, чтобы сейчас вшить туда стопу. Вот таким образом. Стопа у нас взята с запасом. Мгм. Для того, чтобы было проще прошить, кому-то, может быть, будет удобнее сметать вначале это дело, я заколю иголочками. Переднюю часть. Натягиваем заднюю часть ноги. Тоже иголочкой подкалываем. Вот подкалываем обе ножки. Или кому удобнее, тот сметывает. И прошиваем. Так, убираем иголочки. И прошиваем вторую ножку. Вот, собственно говоря, и все. На сегодня нам швейная машина больше не понадобится. Давайте покажем вот эту Да. стопу. Давайте покажем нашу стопу ближе. Так ее видно. Вот эти вот излишки, которые у нас тут остались, мы их обрезаем. Мгм. Ну и вот, собственно, можно выворачивать. Ирина, пожалуйста. Я вам вывернула одну ножку. Так, Вот таким вот образом. Ну и, собственно, после этого этапа можно приступать к набивке куклы. так, насечки нужно делать. Вот это как раз мой вопрос, да? О чем Да, я да, спросила. да, про надсечки. То есть я надсечек не делаю. Обычно у меня вот я когда набиваю, оно потом все ложится. Если кто-то шьет не из трикотажа, а из более плотной ткани, то в этом случае надсечки сделать можно. Все. Ручки пока можно отложить. Ручки в сторону. Значит, был вопрос про опилки. У всех ли есть опилки? У кого опилок нет, их можно заменить либо гранулятом, либо вообще не использовать. Для чего я их использую для кукол? Для того, чтобы у нас стопа куклы была плоская, устойчивая, и для того, чтобы она была достаточно тяжелой. Вот он у нас такой опил. Это вам. Что я держу в руках? Я держу бумажку, которая у меня скручена в трубочку. Для чего это сделано? Эту трубочку мы вставим в ножку нашей куклы, для того, чтобы удобнее было наполнять стопу опилом, чтобы она не цеплялась за ткань. Очень интересная такая идея. Да, креативная, пришла буквально недавно мне в голову. И вот так вот мы вставили нашу ножку. И дальше берем опил. И прям вот так И насыпаем. вот прям туда его упихиваем. Да. А сколько опила? Ну, особо много сразу брать не стоит, для того, чтобы потом палочкой его утрамбовать. Вот. Вот, в принципе, вот. Это мы делаем. Поближе нам покажите. Вот так вот мы набили. И приступаем к набиванию второй. Так, Ну, можно приступить к наполнению холофайбера. так, холофайбер. Берем холофайбер. Да. Самое важное набивать очень-очень плотно, то есть чтобы не было никаких пустот. Можно по очереди одну ножку, другую ножку. Утрамбовываем сильнее. Повернем лицом. Показать, что она у нас, Или вот боком. она у нас Да, стоит. стоит. Вот, когда поднабили ножки, можно приступить к набивке головы. Голову тоже утрамбовываем очень-очень сильно, чтобы у нас получился с вами овал. Тут. Шею тоже просто плотно утрамбовываем. Когда от головы переходим к туловищу, плотно утрамбовываем. Я в шею ничего не вставляю. Вот такая кругленькая Мгм. головушка. Достаточно плотная. То есть в процессе набивки туловища не забываем проталкивать также в шею и в ноги, чтобы у нас пустот не было.
устойчивость. Да, я думаю, на этом этапе понятно, что вот моя кукла приобретает определенные очертания, и можно давать домашнее задание, да? Уже, да? Я думаю, что да, перейдем. Тут, в принципе, этап понятен. Как бы что надо набить куклу, набить ручки. Ну, собственно говоря, вот, наверное, на этом мы будем на сегодня наше занятие заканчивать. Значит, мы ее набиваем. Вот это нужно сшивать? Да, вот это отверстие мы зашиваем, когда кукла полностью набита, плотно-плотно, прям вам нравится, как она у вас набита. Вот это место набивки мы зашиваем. Так. Вот, набиваем ручки, место набивки у них тоже зашиваем, то есть ручки набиваем не сильно плотно. Вот, ну, собственно говоря, и... А нужно ли ручки пришивать? Нет, ручки пришивать не нужно, они у нас будут пришиваться в процессе одевания куклы. Ага, то есть уже когда мы будем делать одежду, да? Да. Кстати, мы на следующем занятии одеждой будем заниматься. Да, на следующем занятии мы проверим то, что у вас получилось, и будем заниматься непосредственно одеждой. Давайте я еще раз напомню, что нам понадобится для одежды. Давайте. Для одежды куклы нам понадобится цветное ХБ-ткань, ну у кого что есть. Я предпочитаю использовать в мелкий рисунок, потому что кукла у нас небольшая. Нам с вами потребуются детские гольфы для того, чтобы сделать колготочки кукле. Какие красивые. Красивые, да. Тут постараться выбрать. Нам потребуется вот такой вот трикотаж для шапочки, для подкладки, для шарфика и для гетров. И нам потребуется драп. Мы используем белый. Ну, у нас То есть цветовая для гамма пальто, тут да. подходит бело-розовая, да, и Да, мы бело-голубая будем будет. шить две куколки в бело-розовой цветовой гамме и в бело-голубой. Ну, то есть вот, и для декора нам понадобится атласная лента, кружевная тесьма, это еще у нас была. Где-то она затерялась, да? Где-то Да, у нас есть еще кружевная кружевная тесьма. тесьма. Должна быть, ну и пуговки. Пуговки небольшие тоже, да, для пуговки декора, для да? декора. То есть тесьму можно взять, в принципе, любую на свое усмотрение, длиной 1 метр. То есть этого будет достаточно. Эти ткани Можно мы тоже рекомендуем, а уже какие вы будете использовать, тут можно легко пуститься в свои фантазии. И давайте набьем одну ручку, Давайте чтобы набьем было все. понятно. Ой. То есть вот через наше маленькое отверстие аккуратненько проталкиваем холофайбер. Вот. То есть она держит форму, но в то же время я ее легко сминаю. Зашиваем все-таки, да? Да, да, отверстие То для есть набивки. готовые когда- ручки мы зашиваем, но к телу не пришиваем Да, пока. дырочку. Ну что, дорогие друзья, большое спасибо вам за то, что сегодня были с нами. Да, надеемся, что вам все понравилось. Всего доброго. До свидания.